Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для себя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы поговорим о том, каких людей вам нельзя пускать в свой дом. И такие люди, не то что нельзя их впускать, они ни в коем случае не должны даже переступать порог вашего дома. Почему? Дело в том, что именно эти люди опасны для вас и для вашей семьи. Давайте, друзья, вместе с вами будем во всем этом разбираться. Вы знаете, для того, чтобы жизнь была счастливой, полной изобилия, светлых энергий, а нужда и негатив обходили стороной, ей нужно уделять немало внимания. Постоянно изучать что-то новое, не стоять на одном месте, покорять новые вершины, ставить цели и идти к ним. Следить только за собой и не вмешиваться в дела других людей, даже если вам кажется, что вы лучше что-то видите или же знаете. Это не всегда так и порой действительно просто кажется, так как вы не тот человек, на чью жизнь смотрите и не можете знать и быть уверенным в том, что же для данного человека лучше и какой вообще должен быть его жизненный путь. Поэтому тратьте свои жизненные силы и энергию только на себя, свой дом и на свою семью, и вы увидите, какие прекрасные возможности и события будут встречаться на вашем пути. Нужно также жить, придерживаясь еще одного основного правила. Это так, чтобы люди, которые с вами встретятся, ощущали ваше добро и становились благодаря этому хоть немножечко счастливее. Ведь в мире много зла, поэтому тем людям, которые дарят свет, Вселенная возвращает его в много раз больше, так как ценит таких людей. Человеку нужно также следить за внутренней энергетикой. Для этого постоянно нужно заниматься собой и своей жизнью, но людей со светлой энергетикой видно на расстоянии. От их улыбки день становится лучше. Глядя на них, кажется, что они светятся. Они готовы помогать даже мало знакомым людям, готовы подставлять свое плечо всем, кто в этом нуждается. Они эмоционально сильны, им не хочется тратить свои силы и энергии впустую, поэтому они тратят их на то, чтобы делать жизнь только лучше и разнообразнее, на путешествия и на любимые занятия. Что не скажешь про противоположную категорию людей, которые даже когда улыбаются, сразу же думают, как получить свою выгоду. Зависть, ненависть, недовольство жизнью так и слышится от них постоянно. Даже когда они стараются это скрыть, все равно все проявляется в их поступках, фразах и в их действиях. Думаю, каждому в жизни из вас встречался хотя бы раз такой человек, после общения с которым настроение портится. Эмоции излучают только негативные, и хочется как можно быстрее прекратить такой разговор, или в душе есть желание, чтобы данный человек и вовсе перестал появляться в вашей жизни и пошел своим путем. К сожалению, есть такие люди, которые не только встречаются на жизненном пути и вызывают вот такой вот мимолетный негатив, а находятся в нашей жизни на протяжении многих лет. Это могут быть как родственники, так и сотрудники, соседи или даже те, кого мы считаем самыми близкими людьми. От таких людей вроде и отказаться не получается, но и общение с ними – это как наказание. От таких людей обязательно нужно выставлять защиту, потому что они способны отбирать светлые энергии, сея вокруг себя хаос и негатив. Такие люди живут своей жизнью и считают, что им все обязаны. После общения с ними ощущается энергетический упадок сил. И кажется, что на плечи становятся тяжелыми. Начинает болеть голова, видя таких людей, или же перед тем, как начать общение с ними. Нужно трижды проговаривать обязательно такие слова. Тот негатив, называя имя, что излучаешь, к себе обратно привлекай. На меня его не распространяй. Я под свое влияние не попадаю, сильную эмоциональную и энергетическую защиту от тебя выставляю. Проделывая это, вы увидите, что меньше начнете реагировать на то, что делает данный человек, что вас не будут задевать слова, которые он произносит вслух. Через время он утратит к вам интерес и найдет того, кто будет продолжать на него реагировать, так как для таких людей важны эмоциональные всплески. Им важно видеть то, что они выбивают человека из равновесия, что он расстраивается, у него портится настроение, и чем хуже другим, тем больше они ощущают свое превосходство. Если этого нет, они не удовлетворены и будут искать того, кто слабее их. Каждый человек обладатель энергетики, и она у каждого индивидуальная. Похожих нет. Ее периодически нужно восстанавливать. Добрые люди черпают эти силы из природы.
Вселенная помогает их восстанавливать. А вот недоброжелателям нужно ее постоянно где-то брать, иначе у них не хватит сил на тот образ жизни, который они ведут. Поэтому и они отбирают энергии у окружающих людей, выбирая себе для этого то один, то другого донора. Вы знаете, дом – это то место, где мы с вами создаем свой комфорт, обустраиваем его так, как нам хочется, как нам нравится, чтобы, придя в свой дом, получать радость, удовольствие, чувствовать себя защищенным как физически, так и энергетически. В каждом доме своя особенная энергетика. Она зависит от того, кто живет в таком доме, какие энергии данные люди излучают, с какими чувствами идут в свой дом, какие чувства в семье, есть ли любовь, уважение, взаимопонимание. От всего этого зависит, насколько она сильная. Это непростой труд, но тем, кто работает в правильном направлении, в своем доме не придется ни о чем переживать, так как находиться они будут под сильной защитой, которую повредить будет негативу или же недоброжелателям со стороны очень непросто. Но все, кто входит в ваш дом, приносят в него энергетический корректив. Если человек приходит в дом с добром, то энергетика жилья становится еще сильнее. Не нужно переживать о том, что может с ней что-то произойти или что-то, какое-то зло попадет в ваш дом. А если, конечно же, приходит человек с негативом, который вплетает его в энергетику вашего жилья, она станет не только слабее, но и может и вовсе разрушиться, если такие гости будут у вас частым явлением. Негатив притягивает негатив с быстрой скоростью, а положительные энергии пополняются намного слабее, и им для этого нужно время. А вот негатив всегда работает против вас. Есть категория людей, которая, придя в ваш дом, принесет в него разрушительный негатив, и за время того, пока данный человек будет у вас гостить, он начнет разрушать все то, что вы так долго строили и возводили, подпитываясь светлыми энергиями и заменяя их тем, что излучает. А это ничего хорошего в ваш дом не принесет. Кроме проблем, бед, несчастий, ссор, недопонимания, в таком доме будет ощущаться дискомфорт, а у членов семьи пропадет желание в него возвращаться. В таком доме пропадает контакт между родителями и детьми, между супругами. Каждый начинает жить своей жизнью и думать только о себе. Финансовое положение, соответственно, ухудшается, изобилие счастья также его покидают. Восстановить и притягивать это становится все очень непросто, и с каждым днем все только ухудшается. Чтобы такого не допустить в свой дом, ни в коем случае нельзя впускать людей, о которых мы с вами далее поговорим, чтобы не получить дом, который хочется сторониться, а не быстрее переступать его порог, где сплошные несчастья и тяжелая энергетика. Итак, в ваш дом не должны попадать люди, которые любят говорить о других, так как сплетники излучают настолько сильный негатив, что от него трудно избавиться. Они любят создавать вокруг себя такую атмосферу, чтобы люди ругались между собой, чтобы они выясняли отношения, им нравится сталкивать людей между собой. Они при этом получают огромное удовольствие, но к тому же делают это настолько умело, что сами никогда не получаются виноватыми. Эти люди легко попадают в категорию друзей, умеют расположить к себе так, чтобы им начали открывать заветные секреты. А как только узнают об этом, спешат ними поделиться с окружающими, так как им постоянно нужно питать силы, вытягивая их из других, и вот они-то делают это все вот таким образом. Не стоит забывать о том, что сегодня такой человек пришел к вам обсуждать кого-то, а завтра вы окажетесь на месте того, кого обсуждают, что будет вызывать у вас неприятные эмоции, и в такой момент вы будете лишаться своих сильных и нужных энергий. Эти люди обладают настолько сильным биополем, что оно способно влиять и на тех, кому они будут сплетничать о других людях, поэтому вы очень быстро ощутите недомогание, как только такой человек выйдет из вашего дома. Если человек постоянно чем-то недоволен, даже когда у него происходит какое-то радостное событие, он также способен притягивать нехорошие энергии не только к себе, но и к тем, возле кого находится, или же в то место, где присутствует. В данном случае это будет ваш дом. Возле таких людей, когда в жизни происходит что-то хорошее, начинаешь чувствовать себя виноватым, ведь они грустят, и вам как бы стоит это же делать. А у вас происходит радостное событие. Жизнь бьет своим ключом. В таком случае начинают прятаться искренние эмоции, чтобы не обидеть данного человека, что приводит к тому, что светлые энергии
перестают поступать, ведь человек не принимает их. Таких людей невозможно изменить, они никогда не изменят свое мышление, им всегда нравится ощущение того, что все плохо. Даже когда у них что-то начинает меняться, они все равно говорят, что все плохо. Им нравится, когда их жалеют, и вот они таким образом отбирают жизненные силы. Далее, те, кого считают себя самыми умными, красивыми, непревзойденными, не должны то, что переступать порог вашего дома, а вообще находиться возле вас, так как такой человек, к сожалению, сеет негатив во всем, он желает казаться лучше других и преуменьшать достижения тех, возле кого находится. Если вы скажете, что платье ваше стоит определенную сумму денег, данный человек скажет, что он такое бы не купил, так как носить нужно только фирменные вещи не дешевле определенной суммы. Но на самом деле в большинстве случаев у данного человека даже не будет денег на то, чтобы купить обновку. Но он преподнесет это так, что ему просто не хочется, у него нет настроения. Если вы скажете, что у вас 2 высших образования, он пропустит это мимо себя и подчеркнет вам, что вот у него высшее образование, оно особенное, куда, мол, вашему, хотя получил он его в позднем возрасте. Если вы скажете, что работаете на хорошей должности, данный человек скажет, ну вот подумаешь, я тоже работаю, но не на худшей, хотя разница в должностях будет существенной, и ничего такого в этом необычного нет. Но разница, если посмотреть, будет достаточно колоссальной. Такая категория людей на самом деле глупа, они не умеют сопоставлять факты, они не понимают, что умный человек не должен выставлять свои достижения на показ, так как их и так видно, и все это знают, а человек из такой категории должен постоянно об этом говорить, подчеркивать, так как достижений в реальности никаких-то и нет, их нужно постоянно придумывать, преувеличивать и даже в какой-то степени раздувать. Вы знаете, завистливые люди, они очень опасны. Они своей завистью способны перекрывать каналы, через которые к людям поступает жизненно необходимая энергия на каком-то определенном этапе. Такой человек, придя в ваш дом с завистью, нарушит энергетический баланс, что скажется уже в этот день на отношениях в семье, произойдет скандал, недопонимание, даже там, где всегда была идиллия. Если такой человек завидует тому, что у вас есть, и что он желает получить свою жизнь, он ни перед чем не остановится, он будет причинять целенаправленно вред, обращаться к злым силам и к негативным энергиям за помощью, что скажется быстро на уровне вашей жизни, и счастливой она может стать в точности противоположной. Люди, которые любят нагнетать, пересказывать какие-то страшные истории, которые они от кого-то когда-то услышали, только для того, чтобы испортить настроение или же испугать. Чем эмоциональнее вы будете реагировать на их рассказы, тем быстрее они у вас будут отбирать нужные им энергии, делая одновременно и ваше биополе слабым и подвластным негативу со стороны. Такие люди держать в голове будут много ненужной, неполезной информации, которая сбивает их с нужного пути. Ведь ничего нового в их жизнь не приходит только потому, что ему некуда прийти. Все место занято негативом. Вместо того, чтобы занять голову чем-то полезным, они впитывают информацию, которая, если задуматься, по факту никому не нужна, она пустая. Люди, которые только то и делают, что рассказывают, попадая в ваш дом, что они бы это так не сделали, а вот тут бы они это не поставили, такое бы не купили в свой дом и так далее, такого нельзя позволять. Во-первых, вы не должны позволять оскорблять кому-либо свой дом, свои вкусы, преуменьшать свои достижения и то, что вы в свой дом вложили. Они у вас гости и должны воспринимать ваш дом как что-то ценное и целое с вами. Если они этого не делают, им вообще нечего делать в вашем доме. Пусть отправляются в свой дом и там делают все, что им вздумается. Во-вторых, позволяя так вести чужим людям себя, вы обижаете помощника вашего дома, домового. И вместо того, чтобы помогать вам, он откажется от этого и в лучшем случае уйдет, оставив вас без защиты. Ну а в худшем решит вас проучить. Это вам очень сильно не понравится и создаст огромные неудобства.
Не стоит звать в свой дом и тех, кто постоянно рассказывает вам о том, что они желают жить другой жизнью. Но вот прям завтра начнут ее менять, но через время находят отговорку. То время неподходящее, то работы такой, чтобы понравилось, им нет. Они просто живут такой жизнью, и других причин для этого нет. Они такими действиями будут мешать вам добиваться успехов, отговаривать вас от каких-то новых шагов, приводя постоянно какие-то доводы, которые со стороны будут выглядеть просто смешно. Но вы будете прислушиваться, потому что на энергетическом уровне они будут сильнее и будут мешать поступлению энергии, которые могли бы вам помочь делать то, что вы пожелаете. Если в вашем окружении есть такие люди, пожалуйста, будьте осторожны. Ничего хорошего в вашу жизнь они не принесут. Только постоянно будут отбирать у вас энергии, делая вас слабым, разрушая то, что вы строите, и мешая строить вам что-то новое. Эти люди способны отбирать у вас такие энергии, как счастье, удача, благополучие. Денежная энергия не исключение. Поэтому попробуйте избавиться от такого общения, и вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Только всего прекрасного в нее придет. Но если полностью избавиться от такого общения у вас не получается, никогда не зовите их в свой дом, чтобы потом не жалеть о том, что они в него принесут, и не возвращать то, что они из него заберут. Также доверяйте своему внутреннему ощущению, оно вам подскажет, какие люди должны быть в вашем окружении, кому стоит доверять, а от кого стоит держаться подальше, кого звать в дом, а кого не стоит даже пускать на порог. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.